Добрый день, уважаемые зрители! Хочу продемонстрировать вам замену свинцовых аккумуляторов на литиевые в электроскутере AIMA. С завода на мопеде установлено электроколесо, мощность 2 киловатта. Аккумуляторы свинцово-кислотные стояли, 12-вольтовые, емкость 45 ампер. Всего таких 6 штук последовательно для получения напряжения 72 вольта. Таким образом, общий запас энергии получается порядка 3 киловатт. При этом вес мопеда составляет 133 килограмма, из них 80, больше половины, это вес самих аккумуляторов. Запас хода, заявленный производителем, около 100 километров. Фактически же, со слов клиента, был не более 40 на новом аккумуляторе. А спустя полгода эксплуатации снизился с 40 до 2. После неоднократных претензий по месту покупки аккумуляторы заменили на новые по гарантии. Но чудес со временем не произошло. Через полгода запас хода опять снизился с тех же 40 до 5. Особенность данной сборки заключается в том, что клиент хочет без подзарядки проезжать расстояние около 200 километров. Для этого я буду собирать литиевый аккумулятор мощностью 6 киловатт с рабочим напряжением 75,5 вольта и емкость 80 ампер. Сборка будет выполнена из высокотоковых аккумуляторов формата 18650 с номинальной емкостью 2800-2900 мА. Дополнительно установлю Smart BMS, активные балансиры, плавкие предохранители и температурные датчики. За счет снижения веса аккумуляторов более чем в 2 раза, с 80 до 35 кг, и установки литиевого аккумулятора мощностью 6 кВт, планирую удовлетворить запас хода в 200 км. Для сравнения, в Nissan Leaf первого поколения, которые пригоняют с Америки, остаточная емкость около 50%, то есть это 12 кВт из 24. Ее хватает на 50-60 км при весе авто в 1,5 тонны. Дополнительно буду изготавливать регулируемый блок питания с алгоритмом заряда, постоянный ток и постоянное напряжение. Регулировка напряжения нужна для зарядки разных электрических транспортных средств, которые есть у клиента. Это и электровелосипед 48-вольтовый и данный скутер. А регулировка тока нужна для снижения мощности блока питания при зарядке велосипеда от инвертора и солнечных панелей в существующем автодоме. Максимальный ток 20 ампер сможет полностью зарядить севший литиевый аккумулятор емкостью 80 ампер с напряжением заряда 88 вольт за 4 часа. Скутеры я уже частично разобрал, буду приступать к сборке аккумулятора. Закончил я монтаж. Не получилось разместить все ячейки в специальных отсеках для свинцовых аккумуляторов, поэтому я разделил на 3 блока. Первый блок находится в днище, второй блок сверху него под сиденьем и третий блок находится в багажнике. Все блоки соединены последовательно между собой с применением предохранителей на случай механического повреждения ячеек или же коммутационных проводов при аварии, а также в каждом блоке стоит температурный датчик. Всего я использовал почти 600 аккумуляторов. Таким образом, при рабочем напряжении 3,6 вольта это где-то около 5,5-5,6 киловатт. Сборка 21S, максимальное напряжение заряда 88,2 вольта и 28P, это около 73 ампер-часов. Был произведен полный цикл разряда и заряда аккумулятора, и после чего отдан клиенту для тестирования. Достичь цифры 200 км не получилось. Всего клиент проехал 147 км. Но это я связываю в первую очередь с тем, что клиент сам по себе весит 120 кг, а также режим езды его был абсолютно неэкономичным. В процессе тестирования какие выявили недостатки? Первое, это при заряде током 10 ампер и выше разница в напряжении блока питания и БМС получается порядка 2 вольт.
Такая высокая разница связана с потерями в заводском разъеме зарядки и тонким коммутационным проводом, который идет в контроллер мопеда. Я планирую напрямую вывести разъем и подключить его более толстым проводом напрямую к клеммам аккумулятора. И второй недостаток — это нагрев свыше 60 градусов радиатора БМС, когда включается уже непосредственно балансировка при достижении напряжения 4,1 вольта на ячейку. Отдельно несколько слов о сделанном зарядном устройстве. Блок питания регулируемый. Напряжение регулируется 10-оборотными резисторами. Грубое, тонкое. В диапазоне от 24 до 90 вольт. И регулировка ампеража от 0 до 20 ампер. Порог отключения зарядки БМС я пока выставил в значение 4,14 вольта. То есть это суммарно получается на весь аккумулятор 87 вольт на сборку. Порог включения балансировки выставил от 4,1 вольта на элемент. Это, соответственно, около 86 вольт на всю сборку. Ток балансировки 200 миллиампер. На блоке питания я выставил 87 вольт. Когда аккумулятор зарядится, напряжение блока питания и аккумулятора сравняется, и ток начнет падать. Когда ток упадет до 50 мА, блок питания полностью отключит свой заряд. Ток заряда я пока выставил до 10 А. Счетчик залитой энергии Energy я обнулил. Все показания БМС отображаются на телефоне через Bluetooth. Напряжение текущее на аккумуляторе 66,6 вольта. Оставшаяся емкость 1,2 ампера. Емкость цикла с предыдущего заряда 70 ампер часа. И далее здесь напряжение по ячейкам. Подключаем разъем. И запускаем заряд. Загорелся красный диод. Пошел ток нагрузки. Мощность блока питания на данный момент 610 Вт. Идет заряд. Прошло 4,5 часа. Напряжение 66,6 вольт поднялось до 81. Залитая емкость 44 ампера. При среднем напряжении 66 плюс 81 и разделить это на 2. 73 вольта. 73 вольта среднее умножить на 44 ампера получается 3212 ватт, что подтверждает такой же порядок цифр залитой энергии на блоке питания. Заряд продолжается. Прошло 6,5 часов. Напряжение на блоке питания приближается к отметке 87 вольт, которую мы изначально выставили. Напряжение на аккумуляторе 85,7, первоначальное 66,6, то есть среднее около 76,5 вольта. Умножить на 62,5 ампера получается 4781 ватт. На блоке питания 4785 залитой энергии. Напряжение по ячейкам в диапазоне 407-408 приближается к отметке 4.1, на которой включится балансировка. Заряд продолжается. Прошло 7 часов. Напряжение на блоке питания приблизилось к первоначально выставленному 87 вольт. При этом ток начал снижаться. Общая залитая энергия за период зарядки 5068 Вт. При этом после того, как включилась балансировка на всех ячейках, оставшаяся емкость 66 ампер расчетных изменилась на 78 ампер и больше не меняется. Почему так, я не знаю, но это происходит, когда включается балансировка на всех ячейках при достижении уровня 4,1 вольт. Температура на аккумуляторах стабильно, не меняется 31-32 градуса.
Вот это вот 53 градуса, это температура на БМС-ке. Вот я открыл корпус, сейчас снял крышку верхнюю для лучшего охлаждения. На ощупь уже греется хорошо, поэтому обязательно установлю здесь еще радиаторы. Дожидаться полного окончания заряда я не буду. Еще ватт 300 можно добить. Плюс 100 ватт были неучтенных, оставшаяся емкость перед началом заряда. На следующий день я решил провести полный цикл заряда согласно даташиту. В блоке питания выставил напряжение максимально 4,2 на ячейку, то есть 88,2. Напряжение окончания заряда по ячейкам в БМС указано 4,19. Разница в залитой энергии между 4,1 и 4,183 по ячейкам на данный момент составляет 830 Вт. Из них 100-200 Вт это рассеянная мощность в процессе балансировки. Таким образом, фактически залитая энергия в аккумулятор составила 5,6-5,7 кВт, что в пересчете на емкость одного аккумулятора составляет 2,75 ампера. Остаточная емкость я разобрался, 78 тысяч стояла, сейчас указано 73. Это в параметрах выставлена была номинальная емкость, ранее 78 емкость батареи. Сейчас я ее изменил на 73 из расчета залитой энергии в аккумулятор. После включения балансировки на отметке 4,1 оставшаяся емкость с расчета меняется на фактическую номинальную, выставленную в параметрах. Балансировка справилась отлично. Разница в напряжении в тысячных. Заряд подходит к концу. Всем спасибо. До новых встреч.